Россия и дальше прощупывает НАТО. Это репетиция будущей агрессии? Аналитики раскрыли планы Путина. Удар по центру одного из самых крупных городов региона. Растет количество пострадавших и паника среди населения. Поезда в огне, пассажиры в аду. РЖД врет, как дышит. Как война в сердце России идет строго по плану. В НАТО приняли решение про оборону Украины. Кто уже согласился защитить украинское небо? Берлин начинает депортацию. Кого вышлют из Европы, кому приготовиться и какая главная, странная особенность этого процесса? Эти и другие самые главные новости вечера понедельника, 15 сентября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Даже если ты просто собираешь урожай, не факт, что российские войска не посчитают тебя военным объектом. Ракеты прилетели прямо по людям, которые работали в поле. 14 сентября российские войска нанесли удар по сельскохозяйственному предприятию в Барамлянской громаде на Сумщине. Пострадали 12 мирных жителей. По данным прокуратуры, удар нанесли 2 ракетами. Повреждено около 30 единиц техники. 11 человек госпитализированы, 1 в тяжелом состоянии. Прокуратура и полиция документируют последствия удара. Расследование продолжается. Для удара 15 сентября Россия применяла в том числе 3 ракеты С-300. Ни одна не была сбита ПВО. В другой части фронта сразу 3 ФАБа упали прямо в центр Краматорска. На момент записи видео известно о 9 пострадавших. Атака пришлась на центральную часть города. Сейчас на месте работают экстренные службы и коммунальщики устраняют последствия. Черта пройдена. В НАТО обсуждают то, что раньше боялись произносить вслух. Перехват российских дронов и ракет прямо над Украиной. Польша первая возьмется за дело. Глава МИД Радослав Сикорский заявил, нужно сбивать обязательно. Технически альянс на это способен. И это в интересах Запада, потому что Украина уже обогнала Европу в вопросах противодействия беспилотникам. Цитирую далее министра, технически мы, как НАТО и ЕС, были бы способны это сделать, но это не решение, которое Польша может принять самостоятельно, только вместе со своими союзниками. Конец цитаты. И призвал менять мышление. Перехваты не фантастика, а реальный шаг к обороне. Но Польша не может действовать в одиночку. Ясно, что Украина далеко впереди нас, что касается защиты от дронов. Поэтому мы должны изменить свое мышление. В этом вопросе не мы обучаем украинцев, а они обучают нас. Также Сикорский предложил контролировать теневой флот России в Балтийском море. Если хоть одно из этих судов пойдет ко дну, Европа получит экологическую катастрофу. В ответ МИД России уже угрожает, называют идею авантюрной и обещают конкретную реакцию. Но 10 сентября показало, что ждать больше никто не будет. 19 российских дронов вошли в воздушное пространство Польши, были задействованы истребители НАТО и в результате обнаружены обломки 17 беспилотников. Какой ценой, это уже вопрос другой. Атаки российских беспилотников на Польшу и Румынию – это не случайность, а сознательное тестирование реакции Альянса. Москва якобы собирает информацию для подготовки к возможной эскалации против НАТО. Так считают аналитики Института изучения войны. По их данным, удары дронов используются Россией для оценки возможностей обороны и скорости реакции НАТО. Эту версию поддерживают и в самом Альянсе. Представители НАТО и стран-членов продолжают осуждать вторжение российских беспилотников в Польшу и повторяют, что вторжение беспилотников, вероятно, было намеренным. Напомню, в субботу вечером 2 истребителя F-16 с румынской авиабазы были экстренно подняты в небо после того, как радары зафиксировали неидентифицированный беспилотник у границы с Украиной. Это произошло на фоне очередной волны российских авиаударов по украинским объектам на Дунае. Особую обеспокоенность у аналитиков института вызывает заявление одного из российских военных экспертов. Россия, как он считает, одна из немногих стран с реальным опытом современной войны, и ей следует поделиться этими уроками с союзниками по ОДКБ, как минимум с Беларусью.
А сейчас хочу обратиться к нашим подписчикам, ведь это именно вы решаете, узнает ли обо всех этих новостях еще большее количество людей. Каждая ваша подписка, каждый лайк, каждый репост и каждый комментарий длиннее 6 слов, каждый досмотр видео до конца помогают продвигать наши ролики среди сотен тысяч новых пользователей. Так еще больше людей узнают правду именно благодаря вам. Спасибо, что остаетесь с нами, и продолжаем. Трамп обрушился с критикой на Европу. Говорит, мы, конечно, друзья, но вы все не так делаете. Президент США резко высказался в сторону европейских партнеров за мягкотелость в вопросе давления на Кремль. Он заявил, что готов нанести мощный санкционный удар по России, но требует от европейских союзников такого же решительного подхода. Они не справляются со своей работой. НАТО должны объединиться. Европа должна объединиться и действовать. Смотрите, Европа — это мои друзья, но они покупают нефть у России. Так что не стоит ожидать, что только мы одни будем, что называется, на полную катушку. А Европа продолжает покупать у России нефть. Я не хочу, чтобы они ее покупали. Санкции, которые они вводят, недостаточно жесткие. Я готов вводить санкции, но они должны ужесточить свои меры до уровня, сопоставимого с тем, что делаю я. Трамп говорит, что новые ограничения могут ударить не только по нефти, но и по банковскому сектору. Но пока это решение остается непринятым, а самый главный шаг должен сделать президент. Я действительно считаю, что отчаянные времена требуют отчаянных мер. И я думаю, что соответствующие санкции в отношении России давно назрели. Я имею в виду, что в Конгрессе есть большой интерес к этому, поэтому мы готовы сотрудничать с Белым домом и нашими коллегами из Сената в будущем. Палата представителей должна это сделать, и я горю желанием сделать это лично. Дональд Трамп объясняет промедление переговорами с ЕС по поводу совместного давления на РФ. Ждем. Как думаете, подействует новый этап санкций? Берлин начинает депортацию. Правда, условия тут довольно странные. Германия хочет депортировать преступников в страну, с которой даже не поддерживает дипломатических отношений. Министр внутренних дел заявил, что депортации в Афганистан должны быть регулярными, несмотря на власть талибов в Кабуле. Речь абсолютно не идет о дипломатическом признании. Речь идет только о том, чтобы воспользоваться контактами для возможной депортации. Я всегда четко заявлял, мы хотим иметь возможность депортировать в Афганистан и Сирию. И, разумеется, для этого мы должны разговаривать с местными представителями. С другой стороны, когда речь идет о вывозе людей из Афганистана, никто не стесняется говорить с местными. По словам министра, цель — организовать массовые и частые вывозы афганских преступников, в идеале без посредничества Катара. Первые переговоры уже прошли в Дохе, но теперь планируют продолжить диалог прямо в столице Афганистана. Для этого в Кабул направят немецких представителей. Напомним, Германия приостановила депортации после захвата власти талибами в 2021 году, но уже год назад их возобновила. Последняя волна — 81 афганец с криминальным прошлым, высланы в июле. Первым делом мы испортим самолеты, а потом пойдем портить ЖД. После авиаотрасли в РФ начало проседать и другое транспортное направление. Украина нанесла двойной удар по российской железнодорожной сети и открыто взяла на себя ответственность. Сначала взрыв на перегоне Малоархангельск-Глазуновка в Орловской области. 2 сапера Росгвардии погибли, одному оторвало ноги, а поезда остановились. Более 15 составов задержаны, сотни людей заперты в вагонах без света, воды и связи. Жара, духота и паника. Помощь не пришла. Зато пришел пиар от РЖД. Якобы все под контролем. На деле контроль выглядел так. Кто-то получал лапшу и галеты, кто-то ничего. Людям запрещали выходить из поездов, даже когда стояли часами. Некоторые платили по 25 тысяч за такси, лишь бы вырваться и не потерять путевки. В соцсетях крик: если вы где-то услышите, что нас снабдили, это вранье, говорят они. В результате разрушения железнодорожной инфраструктуры на этих участках россияне испытают значительные затруднения в логистике, что в свою очередь существенно отразится на их способности осуществлять активные действия против украинских сил обороны на Харьковском и Сумском направлениях. Минувшей ночью вторая атака в Ленинградской области. Под откос пошел состав с топливом. Взорвались 15 цистерн. Цель — удар по логистике для войск на Харьковском и Сумском направлениях. В ГУР прямо говорят, это не случайность, это расчет. Китайская экономика тормозит, промышленность показала худший рост за год, а потребительский спрос минимальный за 9 месяцев. Пекин под давлением. Без новых вливаний сдержать спад в 19-триллионной экономике будет трудно.
В целом, экономика Китая в августе сохраняла устойчивый рост. Был достигнут ощутимый прогресс в продвижении высококачественного развития. Однако следует отметить, что внешняя среда остается сложной и нестабильной, с множеством неопределенных факторов. На внутреннем рынке наблюдается сильное предложение, но слабый спрос. Некоторые предприятия сталкиваются с трудностями в своей деятельности. По данным Нацбюро статистики, в августе промышленное производство выросло только на 5% в годовом исчислении. Это самый слабый темп роста с августа 2024 года. А розничные продажи прибавили всего 3,4%, хотя месяцем ранее росли на 3,7%. И аналитики ожидали как минимум 3,9%. Безработица тоже ползет вверх 5,3% против 5,2% в июле и 5% в июне. Все это вместе говорит о слабом внутреннем спросе, замороженном рынке недвижимости и неопределенности на фоне торговых переговоров с США. Эксперты предупреждают, без срочной фискальной поддержки Пекину будет сложно удерживать обещанный рост на уровне около 5%. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.